Энергетики продолжают работу по восстановлению электроснабжения в Мурманской области. Давайте соответствующую цитату Россетей зачитаем. Ну и пока ее выводят на экран, я начну, если позволите. Специалисты Россети «Северо-Запад» продолжают в круглосуточном режиме восстанавливать электроснабжение потребителей, обесточенных в результате повреждения погодной стихии. Одновременно нескольких линий электропередачи в Мурманской области. Сейчас идет монтаж новых опор ЛЭП. В ближайшее время из Архангельска вылетит вертолет Ми-8, который оперативно доставит материалы к месту проведения работ. Вот. А что же, собственно говоря, произошло? Произошло то, что вечером 23 января сильный штормовой ветер в совокупности с обильным мокрым снегом привел к обесточиванию части потребителей в Мурманске, а также в Североморске. Бригады энергетиков в районе незамедлительно приступили... Вот давайте оставим пока вот этот списочек на экране. Приступили к аварийно-восстановительным работам. Уже первые часы было восстановлено электроснабжение социально значимых объектов, включая котельные. Перебрасываются многотонные крупногабаритные конструкции опор. Собственно говоря, значительная часть проблем, которые зачастую случаются в зимний период в особенности, кстати, и летом бывает, это проблемы, связанные с повреждениями опор, линий электропередачи, и с самими линиями электропередачи. Высота опор, которые туда доставляются, 36 метров. Вес почти 4 тонны. Как вы понимаете, какого-то местного хранения для таких опор нету. Как, в общем-то, это обычно бывает. Да, есть проекты по возведению мобильных опор, но, кстати, Росатом, по-моему, предлагал. Не только Росатом, и Росгидро предлагал. Давайте немножечко так на землю грешную. И вот на землю грешную сейчас Борис Леонидович всех потащит. В источниках увидеть схему энергоснабжения Мурманской области нельзя. Причина, надеюсь, объяснять не надо. Вот спрашивали про Белоусова, он бы не одобрил, если бы это где-то появилось в открытом доступе. Количество военных баз у нас там достаточно велико. Исторически сложилось так, что там не очень стандартная внутренняя сеть. Не 110 киловольт, а 150. Таковы были требования Министерства обороны Союза Советских Социалистических Республик. Никто менять не стал. Стандартные опоры, те самые, которые можно достаточно быстро доставить и чуть ли не руками установить, рассчитаны на 110 киловольт. Другие характеристики. Поэтому действительно... на месте могло и не оказаться. То, что везут что-то из Архангельской области, тоже понятно. Вспомните, сколько у нас военных баз в Архангельской области. Лучше не надо. Лучше не надо. Вот не надо это вспоминать. То есть, там они между собой могут обмениваться. Со стороны из Ленинградской области, из Карелии доставить уже сложно. Потому что 150 киловольт – это отдельная специфическая вещь. То, почему не были готовы, но я надеюсь, там следствие будет, что происходило. Я не буду зачитывать, но если кому-то нужно будет, ссылки могу дать. В 2019 году, когда схемы и программы развития энергосистем утверждались на региональном уровне, была разработана схема и программа развития, было указано, что есть слабые места. Черным по белому было написано: основная проблема – возраст. Возраст, линии электропередач, подстанции и так далее. В 2022 году, когда документы под названием «Схема и программа развития» стал разрабатывать системный оператор централизованно, в этом документе соответствующая сносочка есть о том, что запросов со стороны территориальных сетевых организаций на специальное мероприятие, гарантирующее отсутствие графиков аварийного отключения, не предусмотрено. Системный оператор не отвечает за все линии электропередач. Он получает заявки от территориальных сетевых организаций, и в том случае, если они есть, что-то предусмотрено. В 2022 году предусмотрено ничего не было. Причины, я думаю, что следствие покажет, что произошло. Почему не было таких заявок? Это два варианта. Либо с 19 по 22 год все заменили, либо забыли подать заявочку. Что касается того, как выглядит эта система, текстовые описания есть, она не то что продублирована, а протретирована, я бы так сказал. То есть, кроме этой двухцепной линии, это, вероятнее всего, речь идет о 330 киловольтах, а может быть, о 220, а может быть, о 110. Но в любом случае там... Это про опору, которая была в предыдущем списке. Там выяснилось, что их 5 штук. По крайней мере, последние сообщения из Московской области такие были. И вроде как на 2 линиях электропередач. Это значит, что как минимум одна 150 уцелела, но ее не хватает.
Ее не хватает, поэтому ищут обходные маневры, восстанавливают, действительно время займет. Если там в Мурманске было предусмотрено на такие погодные условия дополнительные водогрейные котлы на котельных, с теплом решить вопрос можно. С электричеством, придется ждать, пока не установят линии электропередач. Как их устанавливать? Вроде бы, по данным Гисметео, на момент аварии было -6, но вряд ли так тепло было в предыдущее время. Бетонная опора, фундамент, пяточка под опору линии электропередач. Вот как ее при минусовой температуре, будет сложно. Энергетикам можно только посочувствовать, что в таких условиях приходится работать, но если следствие выяснит, что нужно было вовремя подать заявку, и все это можно было сделать в летнее время, кому-то будет грустно. Пишут, у нас не было никакой стихии в Мурманске. В Мурманске у вас, может, и не было никакой стихии, а линии электропередачи. Не в Мурманске. Были бы в Мурманске, уже бы отремонтировали. В городских условиях заниматься ремонтными работами – это одно. Километрах 100 от Мурманска, А давайте сейчас вот вместо 3-го пункта в этой теме, давайте 4-й повесим на повесим на экран. А я объясню, что это за зверь такой у нас. Карта вот у нас красивая. Да, это вот замечательная красивая карта. Как я думаю, многие заметили, это Соединенные Штаты Америки. Что это за расцветочка в районе Техаса и ряда прилегающих территорий? Это количество отключенных потребителей. То есть это не люди, это домохозяйства, предприятия, потребители. Так вот, в момент, когда мы делали копию этой карты, количество отключенных потребителей было 318 тысяч. Вот в этих 5 штатах. Сейчас уже порядка 500 000. Вот, еще раз, что касается Мурманской области. Во-первых, терпение всем, кто вынужден в таких условиях оказаться. Во-вторых, наилучшее пожелание электрикам, которые вышли на линию, тащат эти многотонные опоры, как-то их будут ставить в условиях ветра, снега и так далее. Да еще, может быть, это труднодоступные места области. То есть, опять же. А все остальное, я думаю, что технический аудит будет назначен, документальный аудит тоже будет назначен, кто когда должен был подать заявку, почему ее не подали вовремя и так далее, и так далее. Давайте не будем пытаться отгадать результаты следствия. Подождем, увидим выводы. А что, опоры не имеют запас прочности для различных ЧП? Посмотрят, почему опоры не выдержали, и дадут какую-то оценку этой ситуации. Запас прочности, понятно, у них есть, но не всегда этого запаса хватает. Еще раз. Налипание снега – это, просто дополнительная нагрузка. В условиях ветра это еще одна дополнительная нагрузка. Если опора линии электропередач штатный срок прослужила, должно было быть освидетельствование о том, что ее можно использовать в течение такого-то срока. Там есть что проверять. А существует схема обогрева проводов для избавления от льда? Да, существует. Почему она не использовалась, сказать сложно. Либо она старая, и там автоматы отказались, либо еще что-то произошло. Мы пытаемся сейчас, сидя в студии, отгадать, что происходит на месте. Не надо так делать. Нам пишут, что в Мурманске не было метели и ветров на момент аварии. Отопления нет у многих в домах. Но еще раз, сейчас давайте дождемся восстановления. Восстановление ведется. А потом дождемся результатов расследования. Почему это произошло? Когда результаты будут, мы вам обязательно расскажем. Сидя в студии, мы прозреть эти 1000 километров, примерно 1000 километров, которые отделяют нас от места событий, не можем. То, что не хватает тепла, значит, не хватает напряжения, не хватает электроэнергии для того, чтобы работали насосы в котельных. Должны либо включаться дизельные электростанции передвижные, либо энергетики будут придумывать, как запитать еще. А давайте про проблемы американцев, иронизирует один из наших зрителей, поговорим. Про свои неудобные не хочется говорить. Это поэтому мы выбрали разговор про Мурманскую область, да? А американцев мы здесь приводим просто в качестве иллюстрации, что проблемы с электро- и теплоснабжением бывают не только в России, но и в весьма богатых странах. Кому бы чего ни казалось, Соединенные Штаты довольно богатая страна. Канада тоже не бедная страна. И там по несколько сотен тысяч человек ежегодно сидят без электрической энергии. К анализу того, что произошло во Франции и в Англии во время морского шторма в проливе Ла-Манш.
Проблемы везде. Глобальное потепление шагает по планете, поэтому в Самарканде опять идет снег, поэтому в Штатах, в штате Луизиана, самом южном, 30 сантиметров снега и так далее. Мы по-прежнему глобальное потепление. Ну, и давайте Оно сопровождается локальными похолоданиями. А это нормально. Это нормально. Да. Тем более Гренландия, как известно, это канарейка в угольной шахте глобального климата, как заявили американские ученые, которые вот как раз подписывали петицию «Не трожь, Трамп, Гренландию». Вот Виктор Орбан выразился еще более поэтично. Сказал: мистер Трамп просит этот кусок льда для своего виски, отдайте. Давайте про визит Сергея Цивилева, точнее, про его рабочую поездку в Донбасс, Запорожскую, в Ростовскую области. Там был ряд тоже заявлений сделан касательно электроснабжения, газоснабжения. Собственно говоря, в республиках завершился основной этап обновления энергетической инфраструктуры. С 2022 года восстановлено более 12 тысяч сетевых объектов и выполнено 36 мероприятий по ремонту энергоблоков. Это к вопросу о неработающих генерирующих мощностях. Отдельное внимание было уделено завершению в 2025 году строительства системообразующих воздушных линий электропередачи общей протяженностью 330 километров, объединяющих энергосистемы Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской области. Ну, это так, для того, чтобы мы не только про Мурманскую область, но и что у нас еще происходит на территории. Ну, я не знаю, какого периода касался в своем выступлении Сергей Цивилев, но... С 22 года. В 22 году летом было начато и успешно завершено строительство 2 линий электропередач из Крыма в Херсонскую область. Господин министр забыл об этом упомянуть. Там Запорожская, Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика. Херсонской не касались. Вот, может быть, поэтому и не касались. Вовремя успели протянуть эти линии электропередач, потому что в довоенное, так скажем, время, во время до государственного переворота в Киеве Запорожская атомная электростанция обеспечивала Крым, потом эти линии электропередач, как вы помните, господа террористы просто взорвали. Все остальное, что в Крыму происходило, мы тоже помним. Привет киевлянам. Если кто-то будет спрашивать, почему я здесь не роняю слезы сочувствия жителям города Киева, будьте добры, фотографии плачущих киевлян во время энергоблокады Киева. Крыма, простите. Так вот, в 2022 году первое, что стали делать, это обеспечивать передачу из Крыма. Это было сделано. Так, задают нам вопрос касательно нефти. Я позволю себе зачитать и очень кратко ответить. Уже долгое время прогнозируют нам о провале добычи нефти, ибо ради тонны нефти в несущий слой накачивают 30 тонн. И так как девать нефть нам некуда, их будут консервировать. И вообще это цитируют тут всяких нехороших людей. Обводненность у нас может достигать 96% на отдельных участках. У нас обводненность, да, довольно большая, но она везде растет. Она везде в мире растет, и, что характерно, себестоимость добычи нефти в Российской Федерации кратно ниже, чем в Соединенных Штатах, в Венесуэле, Норвегии, или, скажем, в Канаде. При всех вот этих вот описанных проблемах. Большой привет тем, кто переживает про закачку и то, что придется что-то консервировать. Дело не только в закачке. Любая нефтяная ловушка снизу ограничена грунтовыми водами. Снижается давление, вода поднимается вверх. Безо всяких закачек. Она там есть изначально. Вопросы касательно акций наших крупных нефтегазовых компаний, я бы даже сказал, крупных газовых компаний. Вот вопросы эти мы оставим, если позволите, без ответа. Это к господам экономистам. В этой студии они тоже есть. Тоже есть возможность им задавать вопросы. Задавайте. Так, связь и спутники – это тоже немножечко не про нас. Считаете ли вы дальнейшее развитие энергетики страны в разгоне частоты госсети до 400 герц? Не гига, просто герц. Я же сначала хотел. Такое слышу. Говорят, это изменение упирается в госстандарт 50 герц. Как-то да. Но во всем мире упирается в стандарт 50 герц. А зачем 400?
А что это даст? Не знаю. Видимо, какое-то оборудование появилось, которое работает на 400 герцах. Я с ним не знаком. Зачем в Иркутской области ведут разговоры о АЭС? Крипту майнить? Ну да, действительно. Атомные электростанции в наших регионах, где растет потребление электрической энергии, нужны только для того, чтобы майнить крипту. Я не знаю, какие разговоры. Интеррау совершенно спокойно занимается строительством новой электростанции. Запуск в 2027 году. Так, давайте к вопросам мы вернемся чуть позже. Если вдруг мы к концу передачи на все не успеем ответить, заранее просим извинения, но у нас тут Европейский Союз. Как мы можем сегодня не поговорить про Европейский Союз? Про Америку уже поговорили? Про Америку поговорили. Вон даже показали карту. Холодный снег идет, если что. Коротко. Холодный снег идет. Вон даже карту показали с отключениями. 500 000 потребителей без электрической энергии сидят. Это не к тому, что давайте этому порадуемся. Это к тому, что проблема с электроснабжением в зимний период, это проблема, с которой сталкиваются все, кто сталкивается вообще с зимним периодом. Возможно, на экваторе, кстати, нет таких проблем. Проблем нет. Но вряд ли мы на экватор вдруг неожиданно переползем, поэтому так. Разве что референдум где-нибудь пройдет. О, Господи, боже мой, тут начинаются какие-то... Так, ладно, дорогие друзья, все, отвлеклись от вопросов и поговорим про поставки газа в ЕС и европейские подземные хранилища. Давайте сразу. Не замерзнут. Вот сразу, сходу, просто никакой интриги. Не замерзнут. Кто говорит, что замерзнут, тот, на мой взгляд, не прав. Хотя, может, Борис Леонидович сейчас такой, да-да, замерзнут. С той поры, как стали расстраиваться, так скажем, отношения в газовой отрасли между Россией и странами Европы, вроде бы я в своих передачах, так же, как Александр, обращаю внимание на этот момент. Десятки комментариев о том, что мы обещаем, что Европа замерзнет. Если кто-нибудь из этих безумных комментаторов хоть раз даст ссылку, где Александр или я говорили о том, что Европа замерзнет, я принесу извинения. Мы этого не говорили никогда. Хватит уже бредить. Так. Не замерзнет. У нас продолжают внимательно следить за тем, что же там происходит с подземными хранилищами газа в Европейском Союзе. Давайте, если можно, соответствующую цитату выведем на экран, а я пока буду зачитывать. Неожиданно. Это немножко не та цитата, да ладно. Это про кусок льда. Да. На 21 января 2026 года. Эту цитату можно убрать. Она немного не та. Да. В подземных хранилищах газа Германии осталось 39,7% запасов газа. Во Франции 39%, Нидерландов 33,1%. Крупнейшие европейские экономики продолжают активно расходовать газ из хранилищ. В целом запасы в европейских ПХГ на 21 января сократились до 47,6%. В хранилищах находится 48,3 миллиарда кубических метров газа. Это один из самых низких показателей на указанную дату за всю историю наблюдений. Можно здесь крик души? Уважаемый «Газпром», пожалуйста, рассказывайте также подробно об объемах хранящегося газа в подземных хранилищах газа Казахстана, Узбекистана, Китая, Монголии, России, в конце концов. Можно даже рассказать про Соединенные Штаты. Можно ведь сказать, но этих данных в открытых источниках нету. Европы есть, Китая нет. Хорошо, давайте возьмем Соединенные Штаты. У них есть эти данные в открытых источниках, и будем их тоже публиковать. Я просто немножко не понимаю смысл этих публикаций. Пристального внимания к Европе. Для чего? Что случилось? Хотя бы действительно там Казахстан написали, Узбекистан, Кыргызстан. Много подземных хранилищ в Кыргызстане, как известно. Так вот. Если о Европе, давайте о том, что действительно касается России. Об объемах хранящегося газа в подземном хранилище газа Инчуканс. Это местечко под Ригой, где хранится газ, который в зимнее время, в отопительный период, используется для потребителей Псковской, Новгородской, Ленинградской областей. Это интересно. А как там во Франции и что там в Германии? Нет, будем честны, объемы снижаются. Удивительное дело, в отопительный период зимой снижаются объемы. Но тут, знаете, стоит сделать ряд оговорок, а в этом нам поможет график. Журнал «Хочу все знать». Журнал «Хочу все знать», да. Наука и жизнь. Так вот, тут вы можете заметить, что к концу 4-й недели 2026 года указан немножко не тот объем, который указан в аналитике, действительно, «Газпрома», о том, что
Там осталось 48,3 миллиарда кубов. Связано это с довольно банальной вещью, с коэффициентами пересчета. Коэффициенты пересчета могут учитывать температурные режимы. Кто-то считает при 0 градусов, кто-то считает при 20 градусов, кто-то считает при другом количестве градусов Цельсия. И, разумеется, количество газа в одном и том же объеме при разной температуре будет немножечко отличаться. Как это, опять же, неудивительно. Кстати, а если посчитать при минус 162 градусах, ой, как много там будет газа. Но мы этого делать не будем. То есть из-за этого конкретные величины могут отличаться, но, тем не менее, мы можем все равно посмотреть на графики. Как вы понимаете, это графики за последние годы, начиная с 21-го включительно. Ну и за 10-е годы у нас тут отвечают отметки максимум и минимум. Присмотримся к графику минимум, который называется. Это вот такая пунктирная линия, серенькая, в самом низу. Несложно заметить, что в 2022 году объемы, во-первых, были меньше этих минимальных значений, которые принимались в 10-х годах. И нетрудно заметить, что сейчас объемы запасов немножечко больше, чем в 2022 году в подземных хранилищах газа. Нетрудно заметить, опять же, если углубиться в вопросы потребления газа в Европейском Союзе, что сейчас потребляется газа меньше, чем потреблялось в 2021 и 2022 годах.